В этом видео я покажу, как связать корзинку из джута крючком без использования каната с деревянным донышком. Благодаря донышку из фанеры корзинка вяжется значительно проще и быстрее. А классный узор напоминает плетение корзины из более плотных материалов. Меня зовут Наташа, и я начинаю. Кстати, вязать будем, как обычно, по схеме, которая будет на экране слева. Для вязания я буду использовать джут в 3 мм, крючок номер 4,5 и 5,5, а также деревянное донышко из фанеры размером 25 на 30 см. Соединять ряды буду бесшовным соединением с помощью хвостика. Для этого мне нужно определить длину хвостика. Длина хвостика будет равна 5 периметрам донышка плюс 3 высоты готовой корзины. Обвязку донышка начинаю крючком 5,5 столбиками без накида. Для этого я введу крючок в отверстие и вытяну петлю. Одна воздушная петля. В это же основание провяжу еще один столбик без накида и в первую косичку одену маркер. В следующее отверстие провяжу один столбик без накида. В третье отверстие провяжу 2 столбика без накида. Так буду чередовать до конца ряда. 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. Этот ряд вяжу крючком побольше, чтобы следующий ряд провязывать было проще. Довязав до конца ряда, вытяну последнюю петлю подлиннее и оставлю ее. Начинаю обвязывать донышко соединительными столбиками, ниткой хвостика. Для этого введу крючок во второе отверстие ряда, вытяну петлю, введу крючок в следующее отверстие, вытяну петлю и сразу же провяжу ее в петлю на крючке. Таким образом, с обратной стороны донышка получается косичка. Вяжу до конца ряда, в конце ряда выполню бесшовное соединение. Провязываю соединительный столбик в последнее отверстие и вытягиваю нить хвостика. Введу крючок под косичку первого соединительного столбика. Подхвачу нить хвостика и протяну ее под косичкой. Теперь мне нужно ввести крючок на себя в отверстие и петельку последнего столбика, протянуть в нее хвостик. Можно закончить соединение, и для этого последний столбик без накида я распущу не до конца. Заменю рабочую нить на нить хвостика и провяжу последний столбик нитью хвостика. Введу крючок на себя под косичку в петлю с маркером. Подхвачу нить хвостика и протяну ее. Переверну донышко на обратную сторону. Найду поперечную петлю и заднюю полупетлю последнего столбика без накида. Введу за них крючок и вытяну нить хвостика. Бесшовное соединение готово. Когда обвязка донышка готова, приступаю к вязанию стенок корзинки. Вязать буду крючком номер 4,5. Вязать первый ряд корзинки я буду за заднюю петлю и поперечную полупетлю столбика, который идет за столбиком, с которого торчит ниточка хвостика. Ряд вяжу рабочей нитью. Хвостик использую только для бесшовного соединения ряда. Вытяну петлю подлиннее и поверну крючок против часовой стрелки. Провяжу, одену маркер. Сделаю накид на крючок и провяжу полустолбик с накидом в предыдущую петлю. За заднюю полупетлю
и поперечную петлю этого столбика. Обращаю внимание, что вязать первый ряд за эти 2 петельки достаточно сложно, поэтому нужно набраться терпения и сильно петли не затягивать. Так, первый перекрещенный полустолбик с накидом готов. Делаю накид на крючок и вводить крючок буду через одну петлю. Опять за заднюю полупетлю и поперечную петлю столбика без накида предыдущего ряда. Вытяну петлю и провяжу 3 петли на крючке. Снова делаю накид на крючок и ввожу крючок в предыдущую петлю, которую я пропустила. Вытягиваю петлю и провязываю 3 петли на крючке. Еще 2 перекрещенных столбика с накидом готовы. Таким образом я буду вязать до конца ряда. Довязав до конца ряда, у меня не хватило одной петли, поэтому вязать я буду в первую петлю ряда. Последний полустолбик с накидом вяжу не до конца, а довязываю его нитью хвостика, для того, чтобы опять выполнить бесшовное соединение. Вытягиваю нить хвостика, ввожу крючок на себя под косичку с маркером, вытягиваю нить. Переворачиваю работу, нахожу заднюю и поперечную полупетлю последнего столбика, ввожу крючок в них и вытягиваю нить хвостика. Бесшовное соединение готово. Во втором ряду я буду вводить крючок между перекрещенными столбиками. Нахожу первый перекрещенный столбик, состоящий из 2 полустолбиков с накидом, и выполню столбик подъема, который имитирует полустолбик с накидом. Вытянуть петлю подлиннее, потом введу крючок за заднюю полупетлю, вытяну еще одну петлю, тоже подлиннее, и введу крючок во вторую петлю на себя, а в первую петлю от себя. Провяжу 2 петли на крючке и одену маркер. Сделаю накид на крючок и ввожу крючок в промежуток справа от перекрещенных полустолбиков с накидом, провяжу 3 петли на крючке. Первый узор готов. И точно так же я буду вязать узор из перекрещенных полустолбиков с накидом до конца ряда. То есть при перекрещивании 2 полустолбиков с накидом всегда нужно вводить крючок в промежуток между петлями для первого полустолбика с накидом после пары полустолбиков с накидом, а для второго полустолбика с накидом перед этой парой полустолбиков с накидом предыдущего ряда, чтобы охватить ранее провязанный полустолбик с накидом. Мне кажется, сложно
наговорила, но вы посмотрите, как я делаю, и мне кажется, визуально будет все понятно. Вяжу до конца ряда и точно так же, как и в предыдущем ряду, выполню бесшовное соединение с помощью хвостика. Третий ряд вяжется точно так же, как и второй. И я продолжу вязание до необходимой высоты корзинки. В описании к видео будут тайм-коды, поэтому в любой момент можете вернуться к интересующему моменту. Когда я связала необходимую высоту, выполню обвязку из соединительных столбиков. Точно так же, как я обвязывала дно корзинки. А именно, введу крючок в основание столбика, вытяну петлю, введу крючок в следующее основание и сразу же вытяну петлю и провяжу ее в петлю на крючке.
Корзинка готова. Она получилась с очень интересным плетеным узором. Она достаточно вместительна и подойдет для хранения полотенец или чего-то другого. Чего именно, конечно же, решать вам. Спасибо за внимание и не забудьте подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно.